Всем привет, это Денис Вебер, и вы ставили лайки и писали много комментариев к первой части видео про создание Battletoads в 3D. Круто, что вам стала так интересна эта тема, и я решил сделать вторую часть с анимацией персонажей, локаций и, конечно же, с главным боссом Абоба. Если вы еще не смотрели первое видео, обязательно посмотрите его по ссылке в правом верхнем углу перед тем, как начинать смотреть это. Если сказать, что делать вторую часть мне было просто, это значит не сказать ничего. Каждый раз, работая над каким-то трудным проектом, я думаю, что вот он, самый трудный проект для меня. И каждый раз с новым видео эта планка повышается. Но, как вы знаете, я не ищу легких путей, а чем труднее проект, тем больше полезного опыта я получаю. Делать вторую часть видео было так же интересно, как и трудно, и сейчас я расскажу об этом подробнее. Погнали! Я начал с того, что скачал карту всего уровня целиком и добавил ее в проект. В предыдущей части я не стал делать корабль один в один, как в игре, но в этот раз решил, что все должно быть точно так же, как в оригинале. Я добавил некоторые части, а что-то наоборот удалил и в итоге сделал точную копию крысолета. Хоть это может и показаться простым, но доработка корабля заняла достаточно много времени. И сразу приступил к анимации. Я начал с самого простого, с частей корабля. Неведомые штуки крутятся вокруг своей оси. Я добавил кадры с анимацией и зациклил их. Потом я взялся за винты и пропеллеры. С винтами ничего сложного, а для того, чтобы пропеллер крутился в нужной плоскости, я создал пустой объект и привязал к нему модельку. Осталось заменить все пропеллеры на корабле на пропеллеры с анимацией. Я, наверное, сотни раз пересматривал видео с геймплеями Battletoads, чтобы сделать все как можно более похожим на оригинальную игру. В блендере есть так называемые экшены. Для какого-то действия создается анимация, которой присваивается экшен, а в специальном окне эти экшены можно расставить друг за другом, как в обычном видеоредакторе. Улии, как я их назвал, меняют цвет в процессе игры. Здесь могло быть всего пару кадров с анимацией, но у меня никак не получалось создать экшен для смены цвета, и я решил размножить кадры для каждой смены цвета для всего видео. Здесь я подогнал анимацию для углублений, чтобы был эффект, что они перемещаются где-то внутри корабля. В каких-то местах эти углубления никак не хотели сходиться с передвигающими частями, и пришлось какое-то время с этим повозиться. На самом деле, со всеми изменениями и анимацией я потратил на эти части около 2 часов. Отражатели и светящиеся штуки заняли не так много времени. Для светящихся штук я создал шейдеры, с помощью которых в 3D делаются всякие прикольные эффекты с материалами. В итоге получилась панель, которая светится случайными цветами. По-моему, выглядит забавно. Круто, что в блендере есть эффекты свечения, свет, да и вообще сама программа похожа на целый реальный мир. В первой части я уже создавал ретро-бластеры. В игре они передвигаются, подлетают к главному герою, двигают пушками и стреляют. Я решил создать путь, чтобы лучше контролировать их передвижение, и для теста создал кадры с анимацией. Пришло время Mechna-Meat, или в простонародье руки. Мне пришлось немного поработать над ней, или скажу по-другому, я создал ее заново. Для кривой и насаженных на нее сфер я добавил пустые объекты, которыми контролировал перемещение руки. А еще чуть позже я заново раскрасил ее случайными цветами. Так как у нас с вами что-то вроде HD версии игры, я подумал, что было бы интересно добавить частицы и другие эффекты. Частицы в блендере используются в огромном количестве случаев. Например, для создания реалистичных волос, взрывов, обломков, дыма и тому подобного. В нашем случае, когда рука врезается в корабль, промахиваясь мимо главного героя, она как будто бы разбивает обшивку, и из нее вылетают части. Я создал куб и покрасил его в цвет корабля. Рука даже не разбивает куб, а просто двигается в его направлении, а куб взрывается сам в нужном кадре. Когда игрок попадает по руке, она опухает. Для этого я скопировал часть руки, увеличил ее и покрасил в красный. Опухшую часть привязал к основной руке и добавил кадры с появлением и исчезновением. После того, как рука побеждена, из вентиляторов вылетают ее части. Я снова добавил частицы, которые представляли собой то, что осталось от руки. Шарики не могут вылетать из вентилятора просто так. Им нужна какая-то сила, которая или тянет, или толкает их. И для этих целей в блендере есть Force Field, или силовые поля. Вы можете создать что-то вроде магнита, который будет действовать на частицы на сцене, поменять для него силу воздействия и другие настройки. Так я и сделал. Создал силу Force и настроил ее.
полностью. После этого шарики начали лететь в нужную сторону. Я добавил еще один эффект с шариками, которые вылетают в разные стороны, когда рука доходит до вентилятора. Такие же шарики я потом добавлю для анимации гибели врагов. Как вы можете знать, я не создавал босса первого уровня Абоба в прошлый раз, поэтому начал делать его сейчас. Я скачал референсы, которые мне очень помогли в создании модельки. Как написано на сайте фандома игры, он большой, он плохой и действительно с ума сошел. Вы вторглись на его территорию, и он не успокоится, пока не столкнет вас с землей. Может быть, автоматический перевод не совсем правильно сработал, но суть такая же. Я создал набросок модельки, выдавил его и с помощью модификатора округлил. Нужно было поработать над выделением частей персонажа, но его создание не заняло много времени. Думаю, что главное это сохранить то самое безумное выражение лица и ненависть ко всему в глазах Абоба. Надеюсь, у меня это получилось. В этот раз я решил не использовать никакие сторонние сервисы для создания скелета и создал его сам. Раз уж я занялся Абоба, я решил сразу создать для него несколько анимаций. Благо, что именно у него немного действий. Удар слева, удар справа, походка, получение ударов и полет. Просто стандартный набор. Я не ставлю себя в один список, например, с аниматорами Диснея, но я гораздо больше стал ценить их труд, когда по кадрам создавал анимацию для каждого персонажа в этом ролике. Чтобы запугать бедного игрока, Абоба просто прорывается сквозь ворота своего же корабля. Для разрушений в блендере есть одна крутая штука. Рисуем места, где нужно разрушить объект, применяем модификатор, потом добавляем для каждого элемента Rigid Body, который указывает на то, что этот объект твердое тело, ставим галочку деактивации, чтобы части не падали без столкновения с объектом, и ничего не работает. Я переделывал эту последовательность раз 10, но частички ворот улетали, как только начинала проигрываться анимация. Эта галочка с деактивацией просто отказывалась работать. Я чистил кэш, танцевал вокруг компьютера, но в итоге плюнул на все и создал обычные частицы, которые настроил так, чтобы было похоже на разрушение ворот. Время для главного героя, боевой жабы Рэша. Для него я заново создал скелет и слегка подправил очки, чтобы они перемещались вместе с моделькой. У меня уже был спрайт-шит с позами главного героя, поэтому я добавил его в проект и начал по кадрам создавать экшены для каждого из действий. Рэш прыгает, бегает, ползет, ударяет противников руками и ногами, бьет по ульям и просто стоит в крутой позе. Ни у кого из других персонажей в этом видео нет столько анимации. Только для одного бега у жабы целых 10 действий. Не буду рассказывать о том, как я создавал всю анимацию для Рэша, потому что тогда видео растянется на несколько часов. Просто скажу, что это была очень и очень кропотливая работа, которая выжила из меня все соки. Всю анимацию вы в любом случае сможете увидеть совсем скоро. Когда главный герой добивает противника, его рука из обычной превращается в огромную. Я взял за основу уже созданную руку, увеличил ее в размерах и привязал к кости скелета, чтобы она перемещалась вместе с ней. Осталось только включать и выключать ее показ в нужных местах. Настоящая мощь. С выбиванием ульев и ногой похожая ситуация. Руки и нога увеличиваются в размерах в нужный момент. Круто, что у меня были такие хорошие референсы, как геймплей оригинальной игры. Без него работать было бы еще сложнее. Как я говорю, в мелочах самый большой смысл, поэтому всегда стараюсь уделить им как можно больше внимания. Не помню, чтобы я в детстве обращал внимание на эти рога Рэша, это же жаба как-никак. По мере добавления анимации я стал собирать экшены в редакторе. Вот так выглядит действие Рэша в проекте. У нас еще есть вертолет, для которого я анимировал движение винтов и понемногу стал настраивать камеру. Вертолет прилетает на хвост корабля, ставит Рэша, и в игре начинается самое интересное. Следующие 17 часов я потратил на создание всей анимации в ролике. Смотреть на это не так интересно, да и само ее создание достаточно монотонный и кропотливый процесс, поэтому я не буду подробно рассказывать об этом. Было много сложностей, о которых даже не хочется вспоминать, но все эти усилия все равно стоят тех результатов, которые получаются в конце. Скажу только, что после создания и правок 3D части я приступил к саунд-дизайну и монтажу. Это тоже интересный и сложный процесс, и если вы захотите, я расскажу о саунд-дизайне в одном из других видео. Ну а уже сейчас я предлагаю посмотреть на то, как бы выглядела игра Battletoads Double Dragon, если бы ее создавали в 3D.
Это было действительно трудно, но я очень рад, что справился и довел дело до конца. Надеюсь, что у меня получилось передать ту самую ламповую атмосферу игры начала 90-х годов, но уже в 3D. Если вам понравилось смотреть на Battletoads в 3D, поставьте лайк и напишите об этом в комментариях. Так я пойму, что вам была интересна эта тема и сделаю следующий уровень из игры. Несмотря на общую схожесть уровней в игре, в каждом новом уровне есть на что посмотреть. Никогда не бойтесь трудностей, главное это просто начать делать. Обязательно подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик, чтобы не потерять канал Polyroad в списке подписок. И до встречи, скоро здесь будет что-то очень крутое.